Те, кто постоянно смотрят мой канал, наверняка знают, что я сейчас работаю на чужом участке. Я его расчищаю, потому что он очень сильно был заросшим. Я выпиливаю, вырезаю что-то, но куда деть свое постоянное желание что-то укоренять и что-то размножать? Хотя вроде как оно мне не нужно, это не мое, это не мне. Но тем не менее это желание все равно во мне живет. И вот параллельно я выпиливаю что-то, вырезаю, а параллельно что-то размножаю. И давайте начнем с розмарина. Вот хозяева этого участка любят мясо, жареное мясо, особенно любят жарить его на гриле. А я считаю, что розмарин для мяса, особенно на гриле, просто необходимая специя. А розмарина у них здесь на участке нет. Поэтому я отправился на поиски, нашел подходящего донора, отломал пару веточек, положил в сумку и благополучно про него забыл. Вот представляете, 2 дня лежали эти веточки розмарина в сумке, причем без пакетика, просто брошенные в сумку. И когда я о них вспомнил и достал их, естественно, они были увядшими такими. Но ничего страшного, я оборвал нижние листики и поставил эти веточки в воду. И довольно быстро они начали давать корни. И так прошло ровно 2 недели. 3 июля я отломал эти веточки. 5 июля вспомнил о них, поставил их в воду. Ну а сегодня 20 июля, ровно 2 недели. Смотрим на корни. Вот этот черенок начал отпускать корни немножко раньше, поэтому они больше. Этот немножко позже, они меньше. Но тем не менее они есть, и они вполне достаточны для того, чтобы перейти к следующему этапу. А следующий этап я их буду пересаживать уже в почвосмесь. Вот я взял 2 горшочка и наполняю рыхлой почвосмесью. Наполовину. И вот теперь достаем и очень аккуратненько, стараясь не обломать вот эти тоненькие, маленькие, хрупкие корешки, ставим. Ни в коем случае не применяем какую-то силу, не утрамбовываем и присыпаем до верха. Трамбовывать не надо, но, конечно, чуть-чуть так прижать, чтобы он держался первое время. И второй, который побольше. И вот тут очень важный момент. Вот смотрите, 2 недели они стояли в воде. Они привыкли жить в воде, эти корешки. Если мы их просто сейчас посадим в почвосмесь, даже влажную пускай, для них это будет стресс. Нам нужно, чтобы этот переход прошел плавно. Поэтому мы очень обильно поливаем. Можно даже использовать эту водичку, где они укоренялись. Ну и дольем. Дольем так, чтобы почвосмесь полностью увлажнилась. И вот эти поддончики, чтобы там стояла вода. Вот именно если там будет стоять вода в течение нескольких дней, вот этот переход произойдет плавно. То есть здесь сейчас, если будет стоять вода, то есть он будет находиться в воде. Но постепенно испаряясь, постепенно подсыхая, вот этот переход просто к жизни в почвосмеси будет происходить более плавно. Ну и я думаю, эти 2 черенка пока еще, будущие саженцы, нормально приживутся. Ну вот, прошел еще месяц, последние числа августа. Череночки хорошо укоренились, это уже такие полноправные саженцы, они уже дают приросты хорошие. Но самое главное, что вот здесь внизу уже торчат корешки. Значит, пора их пересаживать из этих контейнеров в большие. Ну, контейнеров, каких-то кассет специальных у меня здесь нет. Покупать я, в общем-то, не хочу. Не мое это все. Ну, поэтому в дело идут всякого рода подсобные материалы, типа стаканчики от кефира, стаканчики от йогурта, пол-литровой емкости. Вполне в данном случае нормально. Поставим поддон и пересаживаем. Здесь у меня, опять же, рыхлая смесь покупная. Давайте достанем первый и посмотрим. Вот, видите, корешки уже опутывают фактически весь объем земляной смеси. Довольно быстро. Прошел месяц, как я их пересадил только в эти контейнеры. Ставим, засыпаем.
И, естественно, поливаем как следует. Первый, теперь второй. Чем неудобны керамические горшки, доставать из них достаточно сложно. Поэтому лучше, конечно, пластиковые использовать. Ну, что было под рукой. То же самое. Большое количество корней. Ставим, присыпаем. Как следует поливаем. Наверное, примерно через месяц надо будет пересадить их уже в литровые контейнеры. Ну а потом уже похолодает, и в принципе рост должен у них прекратиться. Где их хранить? Можете в холодном помещении, грубо говоря, в подвале, а можете дома, чтобы розмарин у вас всегда был под рукой. Полили как следует. Так, ну с розмарином разобрались. В одном из недавних видео я показывал, как я укоренял и, опять же, высаживал в контейнеры черенки винограда. Ну, с виноградом все просто. В воде он отлично дает корни. Вот уже, видите, даже листочки развиваются. Вот я провел эксперимент. Это Будлея Давида. Это к вопросу, который задают в комментариях. А вот можно укоренять в воде? Или поставил какие-то черенки в воду, а они сгнили и не дали корней? Не каждое растение, к сожалению или к счастью, дает корни в воде. Некоторым требуется сразу черенки втыкать в какой-то рыхлый грунт. Некоторые могут давать корни в воде, а некоторые вообще не могут давать корни. Поэтому самый лучший способ это все проверить, что? Личный опыт. Для садовода самое главное – личный опыт. Вот я взял и решил проверить. Я поставил черенки Будлеи просто в воду. Из 4 черенков 3 уже дали корни. У одного черенка они большие, у другого поменьше, третьего еще пока совсем корней нет. Но все признаки того, что они будут есть, стоит только немножко подождать. Сейчас я их тоже буду высаживать. Все то же самое. Рыхлая смесь. Аккуратненько ставим корешки, расправляем, чтобы они ни в коем случае не обломались. Они очень нежные, они молоденькие, они в воде развивались. И засыпаем. И обязательно, опять же, тщательно и очень обильно поливаем, чтобы вот этот переход от воды к земляной смеси происходил как бы постепенно. Куда я дел лейку? Вот моя лейка. Поливаем. Но это еще не все. Может быть, вы помните, в начале лета я вам показывал вот этот большой куст инжира. И говорил, что, надеюсь, он меня не разочарует. На нем было очень много бребы первого урожая. Но, к сожалению, он меня очень сильно разочаровал. Вот эти бребы оказались какими-то сухими и совершенно невкусными. Я привык есть инжир гораздо лучшего качества. А вот сейчас он весь, буквально весь усыпан фигами. Это второй урожай. Но судя по тому, что уже середина сентября, что температура уже очень сильно опустилась, особенно по ночам, где-то плюс 10 градусов здесь, скорее всего, эти фиги просто не успеют вызреть. Сильно разочаровал меня. Но не стоит отчаиваться. Я воспользовался оказией и попросил привезти мне из Хорватии черенки, вернее даже не черенки, а веточки хорошего какого-то проверенного инжира. Мне эти веточки привезли, я нарезал их на черенки и поставил укоренять. Правда, укореняю я их дома. Все-таки в доме температура более комфортная для укоренения, где-то плюс 20, плюс 23 градуса. А здесь, повторюсь, ночами уже холодно. Поэтому укореняю дома на подоконнике. Надеюсь, с этим инжиром все сложится. Ну и наверняка сейчас у многих возникнет вопрос. Вот мы укоренили эти черенки, впереди зима. Что с ними делать? А вот давайте об этом мы порассуждаем в одном из ближайших моих видео. Ну и на закусочку, мое любимое, вот это дерен. Его посадили ранней весной без меня. Посадили в очень неудачном месте. Его здесь фактически не видно. Вот это растение, прекрасное, кстати, растение, это вербейник точечный, так называемый. Очень хороший вариант, очень быстро разрастается, но он фактически его глушит. Поэтому мы сейчас его будем отсюда пересаживать. Но я ж не мог обойтись без того, чтобы его размножить. Вот
Надеюсь, вам видно, камешки лежат. И побеги вот эти боковые, прижаты камешками, они уже дали корни. Вот 2 побега. И сейчас мы выкопаем и основной куст, и вот эти укоренившиеся побеги. Для начала мы их отрезаем. Может, так видно будет. Отсекаем его от куста вот здесь. И будем откапывать. Корни, я думаю, не очень большие успели вырасти. Вот. Вот такие корешочки. В принципе, вполне достаточно, чтобы его уже отсаживать. И второй побег. То же самое делаем. Вот. Видите, какие корешки? Очень легко дерен укореняется именно отводком. Если бы лето было не такое засушливое, наверное, корней было бы больше. Ну, теперь выкапываем, собственно говоря, сам основной куст. Вот такой красавец. Сейчас пойдем сажать. Место для него я уже приготовил. Ну, давайте для начала разберемся, какое место я им приготовил. Вот смотрите, вот эта зона перед входом на первый этаж. Вот дверь за мной. И здесь вот такая вот длинная грядка. Я выкопал отсюда, убрал все ненужное, пересадил в другое место. И думаю, вот здесь идеальное место для высадки именно дерена. Желательно, конечно, разноцветного, но у меня пока один только сорт. Почему? Он вырастет и создаст как бы ширму со стороны улицы. Вот со стороны входной калитки, со стороны дороги, где ездят машины. Пока только 3 штучки, потом, я думаю, подсадим еще. Вот я воткнул колышки, надеюсь, вам видно. Это разметка. Вот примерно через 70 сантиметров мы эти кустики 3 посадим. Там у нас останется еще место для парочки кустов. Ну и дальше. Ну дальше покажу. Значит, копаем ямы. Ямы, в общем-то, не надо глубокие особо копать. Здесь земля вот в этом месте неплохая. Она тут, ну, скажем так, искусственно сделана. Поэтому она рыхлая. В принципе, достаточно питательная. Колышки убираем. Мульчу вот эту сгребаем. И копаем. Ну вот, ямки мы выкопали. Теперь, собственно, можно сажать. Ну, я, наверное, самый большой посажу вот сюда посередине, на самое видное место, чтобы он уже как бы выполнял частично, конечно, свою функцию. Повторюсь, ямки копать большие не надо. Здесь земля очень хорошая. Ну и дерен, растение очень даже неприхотливое. Естественно, засыпаем как следует. Сейчас температура опустилась. Каждый день идут дождики. Пусть небольшие, но тем не менее уже земля влажная. Поэтому, я думаю, приживаться будет, тем более дерен, вполне себе хорошо. Хорошенько уплотняем, естественно, сразу посадочную лунку формируем. Вот здесь корешок еще один у нас появился. Хорошо. Ну и, конечно, сразу как следует поливаем. Чтобы земля заполнила все пустоты и чтобы корешки сразу оказались в земле в благоприятных условиях. Переходим к следующему. Ну, в общем, я думаю, с посадкой проблем у вас не должно быть. Тем более, повторюсь, дерен, растение неприхотливо. Первое время, ну, поливать, наверное, надо будет все-таки иногда. Несмотря на то, что пошли дождики. Ему это не помешает. Ну и последний. Поливать нужно обильно. Я сейчас поливаю так, ну, кое-как для съемки. Потом, естественно, наберу и по лейке, под каждой 10-литровой лейке обязательно вылью. Это обязательно просто, несмотря ни на какие дожди. Ну а теперь немножко о ландшафтном дизайне, чтобы вам понятно было, почему я делаю именно так. Вот смотрите, вот эта грядка, она так углом расположена. На ней растет тут все вперемешку, не пойми что. Вот лично я бы
высадил полностью на ней дерен. Причем разных цветов, желтый, красный. Сейчас я посадил 3 здесь, там досажу еще парочку и пошел бы, конечно, сюда. Но в чем сложность работы с садовником для кого-то, по найму, так сказать? В том, что вы не всегда можете сделать так, как хочется, как нравится вам. Вам приходится считаться со вкусом хозяев. Ну, я не ландшафтный дизайнер. Ландшафтный дизайнер обычно приходит на участок, говорит, вот это убираем, а это делаем. Все, не нравится, он поворачивается и гордо уходит. Ну, у меня немножко другая ситуация. Попробую говорить, попробую подкупить сюда деренов другого цвета и хотя бы вот эту часть угла сделать как ширму, очень цветную и красивую. Ну вот так я вижу. Надеюсь, вы поняли, что сегодняшнее видео я снимал довольно долго. Собирал как бы из отдельных кусочков. Начал в начале июля, а заканчиваю уже в конце сентября. И это видео не столько о том, как укоренять ту или иную культуру в воде или в грунте. Оно скорее о том, что если вы хотите стать садовником, нужно брать и пробовать. Не задавать вопросы, а получится, а не получится, а зачем я буду тратить время. Просто берите и пробуйте. В конце концов, что вы теряете? Ну, не укорениться, выбросили и пробуйте дальше. Вот мне, например, было интересно, укорениться будлея в воде или нет. Никогда этого не пробовал. Всегда в грунте укоренял. Пусть не все, но тем не менее черенки некоторые дали корни. Поэтому только собственный опыт. На сегодня все. Напомню, что все полезные ссылки, связанные с этой темой, я оставляю в описании. Переходите и смотрите. Всего доброго!